Друзья, всем привет, Кэп у микрофона. В этом коротком видео покажу, что находится на территории Аббатства Святого Откровения, за забором, который нельзя открыть честным способом. Добраться до аббатства можно просто выйти из Узбрука вниз по дороге и свернуть после дальнего хутора направо. Итак, добравшись до этой локации, вы узнаете, что эта локация является стартовой, в которой вы начинаете свой пролог, в которой Верн закончил свою дорогу со своими товарищами, убив Архонта, распрощавшись со своими друзьями, но забрав осколок, Стоуншард, как раз таки тот самый. Можем попасть в оскверненную часовню. Зайти внутрь здесь никуда нельзя, потому что здесь все заколочено и закрыто, но найти здесь можно интересный оберег. Называется онлайн-оберег, дает вам очень вкусные статы, как для старта, поэтому, возможно, имеет смысл сюда за ним приходить, потому что 3% шанс уклонения, халявный 3% шанс блока, получаемый урон минус 3%, также сопротивление магии силам природы и физурон тоже плюс 3%. Для старта я считаю, что просто то, что нужно и лучше не найдешь. Итак, обойдя периметр этого замечательного локации, замечательно интересного строения, вы поймете, что попасть внутрь у вас никак не получается. Рядом стоит тележка, в которой лежит какой-то хлам обычно. Его тоже можно забрать. Например, здесь появилась шкура. Очень дорого будет стоить, можно будет очень выгодно продать. Подойдя к дверям, вам обычно пишет, что заперто, зайти туда нельзя. И ключа, на самом деле, в игре пока не существует, потому что локация недоработанная, пускать сюда игроков как бы и не надо. Но у нас есть маленькая хитрость, при помощи которой можем туда зайти. Обойдя это маленькое ограничение, мы попадаем на территорию, на которой лежит тележка. В тележке обычно лежит медицина. Я уже, кстати говоря, отсюда ее забрал. Именно поэтому ее здесь нет. Здесь лежала медицина какая-то, причем она каждый раз спавнится здесь рандомная. Здесь можно полутать себе какое-то количество еды, если что. Здесь стоит вполне функциональный колодец, с которого можно пить воду и набирать ее в том числе. Здесь стоит еще несколько бочек, в которых также хранилась медицина. Я, в принципе, ее позабирал себе, но она примерно выглядит вот так вот таким вот образом. Вот, что еще интересно, на территории есть несколько зданий, в которых можно зайти, но, к сожалению, эти здания являются недоработанными, по сути, это копия другой копии других зданий. Здесь есть моток веревки, который вроде как нас должен был бы натолкнуть на мысль о том, что, возможно, эту веревку можно где-то здесь применить, но пока что этой веревки применить здесь нет. Попытавшись зайти внутрь данжа, вот этого визуального, импровизированного, вы попадете внутрь дома какого-то, который находится где-то в Озбруке. Вот сейчас могу даже в него, в принципе, зайти ради интереса узнать. Да, это дом, который находится в Озбруке, на самом деле. Это дом Берта. Берта торгует всяким разным хламом контрабандным, непонятным. Здесь можно полутаться. Конечно же, здесь есть функциональная печка. Можно и готовить еду. Не будем выключать, и пускай она горит, пускай будет здесь тепло. Вот, и в целом тут есть какое-то количество лута, которое тоже можно, в принципе, найти, съесть, пользоваться им на свое усмотрение. Но, однако, повторюсь еще раз, эта комната является, по сути, копией городской комнаты Берта, городского дома Берта. Вот, поэтому, выходя из-за пределов, вас будет выкидывать каждый раз в начало локации. То есть, по сути, это такая заглушка, которая здесь стоит, и ничего интересного здесь таки и нет. Поэтому все, кто когда-то хотел сюда попасть, знаете, делать здесь пока нечего, ничего интересного здесь не будет. Поэтому, ну, такая вот штука. Также то же самая ситуация с этими домами. Они ведут в одну и ту же комнату все три двери, которые здесь есть, в один и тот же дом Берта. Поэтому ничего интересного здесь, к сожалению, пока что нет. Так что, вот, друзья мои, надеюсь, вам было интересно посмотреть, что здесь такое находится. Ваша жажда любопытства была удовлетворена. Поэтому у микрофона был Кэп. Обязательно подпишитесь. Скоро будет целая куча гайдов на канале, посвященных Стоуншарду и, конечно же, куча стримов. На этом у меня все. Всем спасибо большое за просмотр. До скорых встреч и пока-пока.